И снова здравствуйте, с вами Ликрит, и сегодня я расскажу вам об особенностях игры на Леоне. Что такое Леона для команды? Леона — это танк первые 20 минут игры, а больше вам в текущем мете и не нужно. Это хороший инициатор на протяжении всей игры, при отсутствии QSS у вражеского AD-Carry и клинца у вражеского мидера. Это весьма качественный лейтбулли чемпион, при условии того, что вы не играете против Алистара, там Кенча или чего-нибудь подобного. И, конечно же, Леона — это весьма симпатичная девушка в полпати скине, да и в других, в принципе, тоже. Чем отличается Леона в соло-кул от Леоны в компетитив? В компетитиве Леона не является особенно играбельным чемпионом, потому что ее эффективность в чисто 5 на 5 сражениях куда ниже, чем в так называемых скирмишах, а.к.а. сражениях 2 на 2, 3 на 3 или что-то подобное. В соло-кул же Леона является настоящей королевой, потому что настоящих 5 на 5 тимфайтов достаточно мало, и чем меньше людей, тем эффективнее Леона за счет того, что она сильный танк, но только против не такого большого количества входящего урона. То есть, он говоря, если вас бьют 5, то Леона рассыпается за секунду. Если вас бьют 3, то Леона очень жирная и крутая. Как правильно лейнить за Леону? Пункт 1. Если увидите возможность хорошо влететь, влетайте, но помните, что у вас хп не бесконечно, и что АДшник не всегда может вас зафолловить. Пункт 2. Не пытайтесь влетать под башню. Если вы видите, что вы сейчас влетите под башню, то лучше этого не делать, если же вы на 100% не уверены в успехе данного мероприятия. Потому что один раз умершая на линии Леона — это Леона, который имеет весьма неплохой шанс не камбэкнуться в ближайшее время. Помните о ваших пауэрспайках. На первом уровне, если вы окажетесь в миле у вражеского чемпиона, вы являетесь одним из самых сильных чемпионов в игре. Если мы говорим об обычных пауэрспайках, то это левел 2 против рейнджей, потому что у вас появляется E и Q, и левел 3 против милишников, потому что у вас появляется ваш полный прокаст. Что такое прокаст? Вы нажимаете E, в полете нажимаете W, прилетаете, нажимаете автоатаку, Q и еще раз автоатаку. Это так называемая комбо на Леоне, автоатака, Q, автоатака. Почему? Потому что Q обнуляет таймер вашей автоатаки, и после нее ваша автоатака тоже не имеет кулдауна. В итоге вы сможете сделать 3 автоатаки за то время, за которое обычно дается 1,5. Самые неприятные матчапы. При условии того, что вы играете на невысоком рейтинге, одним из самых неприятных матчапов для вас станет Карма. Почему? Потому что она сильно по вам паукает, и если вы наловили слишком много в лицо в ранней игре, то есть буквально на первом-вторых уровнях, то вы не можете влетать, а если вы не можете влетать, то вы проигрываете линию, так работает Леона. Также из белейших хотелось бы отметить Алистара. Несмотря на то, что вы наносите больше урона, чем он, если вы не сильнее по дамагу, чем вражеский AD-Carry, то Алистар просто выкинет вашего стрелка назад, и вы останетесь, по сути, один против двоих. Также хотелось бы отметить там Кенча и Тарика. Эти два чемпиона наносят огромное количество урона в так называемых all-инах на нижней линии, поэтому даже если вы пойдете вперед и вы почувствуете, что вы наносите много урона, он будет наносить, может, меньше, но совсем чуть-чуть. За счет часть вашей силы теряется. Чем нужно фокусироваться в ранней игре? В ранней игре постарайтесь найти возможность убить оппонента, потому что Леона без киллов — это не очень удачная Леона. Киллы вы берете все-таки не для себя, а для стрелка, но вам очень важно, чтобы они были. Но нужно помнить, что не нужно смотреть только на них. Ваша задача — выиграть, а не только получить киллы. Что вы делаете, когда ваша линия является для вас невероятно тяжелой? К сожалению, Леона слабый чемпион на проигрывающей линии, поэтому вам остается только терпеть и пингать вашему леснику, что вот на этой линии вы можете получить убийство. Особенно это актуально по 6 уровня, когда ваше абсолютное умение начинает иметь место быть. Основные пауэрспайки Леоны — это 3, 6 уровень и 9. Почему вы спросите 9? Потому что на 9 уровне Леона получает максимальную затанкованность, и ни у одного чемпиона в игре на данный момент еще нету такого урона, чтобы Леона не представляла для него угрозу. В итоге в этот момент вы просто бог танкования, если же, конечно, вы не 9 уровень, когда вы вражеский мидер 16. Что делает Леона в тимфайтах? Ваша задача — оказаться в задней линии команды противников, желательно застанить максимальное количество целей, особенно кэрри. Если у вас это не получается, вы оказываетесь в задней линии, весьма вероятно, что вы умрете, к сожалению. Если это происходит не в ранней игре, то есть около 9 уровней, когда вы все еще достаточно затанкованы. Как лучше инициировать файт? Лучше всего их инициировать с ульты. Если вы можете попасть станом с ульты и туда зафоллоуапить вашим E и Q, то вы максимально успешный Леон. Особенно если ульта попала по нескольким целям. Если же нет, то можете попробовать нажать флэш, E, Q и в Q использовать ульту. Тогда вы тоже будете достаточно успешны. Смотрите, иногда вам все-таки будет выгоднее сыграть по вражескому переднему чемпиону, чтобы его быстро убить. Противники же будут вас бояться, потому что вы наносите урон, и просто кусок мяса, стоящий перед ними, будет их пугать.
Advanced механик у Леоны практически нет, кроме уже вышеуказанной комбинации автоатака, Q, автоатака. Это позволит вам нанести 3 автоатаки за тот период, когда обычно можно сдать 1,5. Руна на Леон на данный момент я от себя рекомендую взять Резольв с Афтершоком и второй веткой Доминацию, потому что я рекомендую Доминация вообще на всех. Если же вы хотите что-то необычное, попробуйте Леону с пресс за атаку. Так как вы можете использовать вашу особую механику, автоатаку, стан, автоатаку, вы сможете практически мгновенно активировать бонус на 12% урона и нанести еще больше урона во время влета. Это сильно уменьшит вашу затанкованность, но ваш дамаг станет совершенно нелегальным. Второй ветка в такой ситуации все-таки рекомендую брать Резольв, потому что лишняя затанкованность Леоне никогда не повредит. Билды на Леону. Существует несколько различных вариаций на эту тему, но в конце концов все сводится к одному очень простому паттерну, от которого вы работаете. Пункт номер 1. Вам необходим видящий камень, a.k.a. Sidestone. Его нужно купить рано, и единственный вопрос, купить его до сапогов мобильности или после. Собственно, на этом на самом деле выбор заканчивается, потому что после этого вы либо можете купить зеленый глазик, a.k.a. Eye of the Equinox, либо вы можете улучшить свой видящий камень до красного видящего камня, a.k.a. Ruby Sidestone, и докупить Face of the Mountain, a.k.a. Лик горы. После этого вы, в случае, если вы купили сразу Eye of the Equinox, вы покупаете Локет железных солярий. Если вы купили Face of the Mountain плюс Ruby Sidestone, вы покупаете Локет железных солярий. После этого у вас есть, в принципе, достаточно небольшой выбор предметов на танкование, которые вы можете купить на саппорты, и, в принципе, все. Билдов, к сожалению, на танк-саппорта в данный момент в игре один, который, собственно, я вам и описал. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел видео. С вами был Лекрит. Подписывайтесь на канал и не забывайте, чем дальше в игру, тем слабее Леона, тем ниже у нее винрейт и тем меньше импакта вы будете вносить в игру. Всем пока!